Вот уже 18 лет я работаю в Катман-Карагайском национальном парке. Это самый большой национальный парк в Республике Казахстан. И по праву можно сказать, что он является жемчужиной Восточного Казахстана. Восточный Казахстан является уникальным местом не только нашей республики, не только нашего государства, но и, возможно, всей планеты Земля, я так считаю. Восточный Казахстан еще называют континентом на континенте. В нашей области присутствуют все природные зоны, какие только есть, начиная от пустыни, заканчивая ледниками. Вы можете здесь найти огромное количество разных животных, очень богат растительный мир. Казахстан является 9-й по площади страной в мире, но только 1,2% от нашей площади составляют леса. И 60% этих лесов сосредоточены именно в Восточном Казахстане. То есть алтайские леса являются основными лесонасаждениями нашей страны. В Восточном Казахстане сосредоточено наибольшее количество пресной воды. Если говорить в разрезе Казахстана, Восточно-Казахстанская область обладает самыми большими водными ресурсами. 40% водных ресурсов всего Казахстана сосредоточено у нас. На территории Алтая расположено порядка 99 кубических километров ледников, которые в большей мере питают сеть малых и крупных рек нашего региона. Вообще водные ресурсы, те же самые реки, они довольно хрупкие экосистемы. Экосистемы, созданные вокруг водных объектов, они очень нежные ко всем изменениям, даже к изменению климата. Вот в данный момент повышение температуры очень негативно влияет на биоразнообразие. Если бесконтрольно будут продолжаться вот такие же выбросы, которые у нас сейчас есть, бесконтрольно будет развиваться сельское хозяйство, не будет должного контроля за использованием, интегрированным использованием водных ресурсов, мы можем все это потерять. То есть уменьшение водности рек, оно ведет, например, к деградации тех же самых лесных ресурсов. Теряя лесные ресурсы, это все приводит к эрозии почвы. То есть вынос гумуса, ветра, это все приведет к примеру Орала. Да, мы богаты лесом, мы богаты водой, но мы должны сохранить то, что мы имеем, и передать нашим потомкам. Именно для этого и существуют особо охраняемые природные территории. Конечно же, большую часть нашей работы занимает работа с местным населением, занимает также работа с подрастающим поколением. Мы занимаемся со студентами, со школьниками в отношении экологического образования. Сейчас я думаю, что очень многим из нас не хватает именно элементарных экологических знаний. Есть очень много несознательных людей, которые оставляют мусор за собой. Это пластик, это различные пакеты целлофановые, и это биологический мусор. И это, конечно же, не все туристы и местные жители, но, к сожалению, есть процент среди нас, людей, которые продолжают выбрасывать в реку, выбрасывать в окно, выбрасывать в ручей, из которого мы пьем. Вообще проблемы воды и водных ресурсов в Восточно-Казахстанской области кроются не только в промышленности, хотя это, несомненно, является одним из крупных загрязнителей. Те же самые заводы Казцинка, титано-магниевого комбината. Вообще любая промышленность и такие металлоемкие, водоемкие предприятия, они используют огромное количество воды не только в производстве. Они используют его на охлаждение тех же самых печей, на оборотные воды, на испарение. Также это вносит огромное загрязнение не только в водные ресурсы, но и в общем для всей окружающей среды. Это и тепловое загрязнение, это звуковое загрязнение среды. Хочется отметить также вклад воздействия сельского хозяйства на водные объекты, применение пестицидов, ядохимикатов, различных стимуляторов роста для сельскохозяйственных культур также негативно сказываются на водных ресурсах ввиду того, что при выпадении осадков данные ядохимикаты по подземным стокам, по подземным горизонтам просачиваются в подземные накопители, также могут попадать в реку, переноситься путем испарения уже на другие территории. Это также и ведет к загрязнению самих земельных ресурсов. То есть применение ядохимикатов вызывает засаливание территорий. Это также негативно сказывается в том, что вода, смешиваясь дальше, вызывает все большую и большую эрозию, все большую деградацию земель. Хотелось бы отметить также изменение климата. Этого нельзя отрицать, что в последнее время при подъеме температуры активно идет таяние ледников, активное испарение.
Мы эксплуатируем как водные ресурсы, так и биологическое разнообразие. Но, к сожалению, оно не бесконечное, поэтому необходимо защищать то, что мы имеем. На сегодняшний день особо охраняемые природные территории являются универсальным инструментом для сохранения биологического разнообразия. Они сохраняют еще и комплекс полностью живую и неживую природу, то есть участок суши, участок планеты сохраняется. Поэтому здесь мы можем сказать не только о животном и растительном мире, но сюда можно также добавить и воздушное пространство над этим участком, и водные ресурсы, которые содержат этот участок. Конечно же, еще и данный участок планеты, он помогает жить людям, которые живут в его пределах. Что это такое? Вот мы, Катон-Карагайский национальный парк, он также является биосферным резерватом ЮНЕСКО, Катон-Карагай. Мы также входим в состав трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО, Большой Алтай, который называется. Вот я думаю, что данная модель биосферных резерватов, она, наверное, будет таким, может быть, не решением, но каким-то шагом к решению, которое поможет сохранить и природные ресурсы, и благосостояние населения, которое проживает в пределах данного участка. Большими артериями, водными артериями на территории нашей области являются Иртыш, ее притоки Ульба, Курчум, Бухтарма и многие другие малые реки. Именно в этих реках сформированы водохранилища, которые сейчас у нас активно используются. Это Бухтарминское водохранилище, образованное Бухтарминской ГЭС, также Шульбинская ГЭС, тоже Шульбинское водохранилище, она входит в Иртышский каскад, и Усть-Каменогорская ГЭС, тоже образующая свою водную акваторию. Вообще, Восточно-Казахстанская область также насыщена и подземными водными ресурсами, а также хорошо обеспечена ледниками. Что касается того региона, в котором я живу, в котором мы сейчас находимся, это Восточный Казахстан и Северо-Восточный Казахстан, мы связаны Иртышским водным бассейном, рекой Иртыш и ее притоками. И, соответственно, этот регион мы можем и мы должны рассматривать с точки зрения единой экосистемы. Река Иртыш – это моя родина. То есть я родился, я вырос, я живу в Павлодаре, и вся моя жизнь неразрывно связана с этой рекой. Для нас Иртыш, я вот выросла там, детство наше, можно сказать, там прошло. О, на море, поехали на море, мы все запрыгнули, поехали на море. Для местных жителей, для Восточного Казахстана, это для нас не просто река Иртыш, это море. Вода синяя, да, вот красивая, да, и вот горы, вот не знаю, может быть, то ли от воды, то ли что горы тоже синие, кажется. Вот. Река Иртыш – это основная водная артерия для Восточного Казахстана, не только для Восточного Казахстана, для всего региона Алтая, того же самого Китая, России, потому что эта река является пресноводной, она берет свое начало в Китае, она называется Хара-Иртыш. Она берет свое начало с ледников, становясь полноводной, она поступает уже на территории Казахстана. Сама протяженность Иртыша составляет порядка 1500 километров. Ее притоки достаточно широкие. Сеть малых рек объединяет Иртышский бассейн в такой очень большую экосистему. Эта река является стратегически очень важной, потому что она обеспечивает водой не только население само по себе питьевой водой. Это источник воды для нашего сельского хозяйства. Она обеспечивает нас едой, она обеспечивает нашу экономику, потому что вода из этой реки используется на всех промышленных предприятиях. И, к огромному сожалению, те самые предприятия, особенно в Восточно-Казахстанской области, они просто бездарно ей пользуются. То есть они ее используют, и потом без должной очистки, особенно это касается рудников, которые используют эту воду, и потом загрязненные воды они сбрасывают в притоки реки Иртыш, и позже уже эти загрязняющие вещества с этих притоков, они идут в основное русло, идут ниже по течению. Для нас, для Восточного Казахстана и вообще для Казахстана река Иртыш важна тем, что она снабжает нас бесплатной и дешевой электроэнергией.
Сеть ГЭС, которая расположена на Иртыше, это каскад ГЭС из 3 электростанций, дает очень много электроэнергии, которая необходима как в промышленности, так и для функционирования городов. Из-за того, что в советское время отходы сливались прямо в реку, либо просто на почву в большом количестве, то загрязняющие вещества с водами, со снегом потихонечку загрязняли почву. Почва загрязнялась глубоко, потом вместе с поверхностными водами все эти загрязнения потихонечку дренируют в подземные воды. Подземные воды питают уже реки. Соответственно, вот все эти загрязнения в итоге оказываются там в реке, и Ульба-Иртыш там в не самом лучшем состоянии в некоторых своих местах. Сейчас мы пьем по данным водоканала чистую воду, но еще в начале 90-х 50% жителей пили загрязненную подземную воду. Из-за этого несколько водозаборов в городе были закрыты. И сейчас вот мы с новых водозаборов воду пьем. Нет никакой гарантии, что со временем эти водозаборы не подвергнутся вот этому загрязнению, если не убирать вот эти старые накопители отходов из города. Мы видим, особенно в створах после этих рудников, после этих шахт, после предприятий тяжелой металлургической промышленности, мы видим, что через 500 метров, через километр, бывает, что через 8-9 километров, когда делают биотестирование, погибает 70, 80 и даже 100% микроорганизмов. То есть, несмотря на формальную чистоту, согласно концентрации измеряемых загрязняющих веществ, биотестирование показывает на самом деле какое-то скрытое загрязнение, которое на данный момент, к сожалению, не может выявить Казгидромет по тем или иным причинам. Мы, являясь источником и большим промышленным производителем полиметаллов, должны с трепетом и с ценностью относиться к Иртышу не только с точки зрения ресурса. Можно вспомнить времена СССР, когда ко всем ресурсам, включая водные ресурсы, относились потребительски. То есть те же самые реки нещадно эксплуатировали, вынимали полезные ископаемые без оглядки на окружающую среду, без должной оценки воздействия на весь регион и весь природный комплекс. То есть мы не должны повторить ошибок, которые мы совершили в прошлом. То есть мы должны учиться на своих ошибках, не повторить сценарий Аральского моря, сохранить Иртыш, сохранить вообще весь регион. Огромная часть пресной воды хранится в ледниках и снежниках. Они подвержены сейчас воздействию с нашей стороны, антропогенному воздействию, так называемому. Не только мы, но и сторонние организации, научные организации проводят различные исследования по сохранению данных ледников, по уменьшению воздействия вредного на эти ледники. То есть проходят работы по изучению химического состава этих ледников, и даже просто визуально мы наблюдаем за тем, что происходит с ледниками и снежниками, которые являются таким вот очень, мне кажется, надежным и очень показательным индикатором того, что мы влияем на окружающую нас среду, мы влияем на качество воздуха, мы влияем на количество воды, мы влияем на повышение температуры или понижение температуры даже. Усть-Каменогорск — это центр цветной металлургии, и вообще здесь работает около 100 промышленных предприятий, в том числе и крупнейшие. Это главный загрязнитель Казцинк, это Ульбинский металлургический завод, титано-магниевый комбинат. Также наши ТЭЦ, которые работают и питаются некачественным углем, что находит отражение в воздухе, которым мы дышим ежедневно. Если брать мою личную историю, то с детства это сладковатый металлический привкус во рту, который мы ощущаем и по сей день, в то время, когда НМУ, да, то есть город не проветривается. Многим жителям города очень хорошо знакомо значение аббревиатуры НМУ – неблагоприятные метеорологические условия. Ну, попросту нет ветра. И, соответственно, все, что выбрасывается заводами, транспортом, еще какими-то загрязнителями, оно остается в городе. Ввиду того, что город расположен в чаше гор,
Соответственно, выветриваемость еще усложняется. И мы дышим тем, что выбрасывается. Все это оседает на наших дорогах и в наших легких. Действительно, люди страдают. То есть высокое загрязнение атмосферы, оно особенно в зимние месяцы начинает проявляться, как только появляется инверсия, то есть накопление загрязнения в атмосфере. Практически всю зиму у нас здесь ужасно. Я считаю, что очень важно говорить о проблемах экологии на открытых площадках, в том числе обсуждать их в социальных сетях, а не на кухнях дома. И, конечно, мы должны заявлять о своих правах на чистый воздух. ТЭЦ спокойно наращивала свои эмиссии все эти годы. И первый раз я с этим столкнулся, когда у Министерства энергетики я запросил просто потребление угля на станции. И выяснилось, что если в 2008 году станция потребляла 1 000 000 тонн угля, то на сегодняшний день они уже сжигают свыше 1,5 миллиона тонн угля. И все это сопровождалось отписками с Акимата о том, что в нашем городе не хватает тепла. Ладно, окей, вы нарастили мощность в 500 000 тонн угля. Ну, тогда я должен был заметить в городе, что те частные дома, которые топятся углем и печками, они прямо здесь, в городе, начали получать центральное тепло и воду, но они этого не сделали, они это не получили. И просто сравнивая зимнее и летнее потребление топлива, складывается вывод, что компания, просто введя в заблуждение госорганы, либо же это все действует в какой-то, я не знаю, договоренности, просто производит электроэнергию в летнее время, то есть дополнительно загрязняют нам воздух летом. Они загрязняют воздух опасными твердыми частицами, они загрязняют воздух диоксидом азота, точно так же диоксид серы выкидывают. Мы не видим быстрого решения этого вопроса ввиду того, что эти же промышленные предприятия являются и крупными налогоплательщиками, и работодателями. Что говорить о наших требованиях? Они абсолютно адекватные, нормальные. Нам бы хотелось хотя бы в день НМУ получать уведомления в виде СМС о том, что не стоит сегодня гулять на улице, и не стоит воспитателям детских садов детей на улицу выводить. На сегодняшний день эта проблема до сих пор не решена. Нам хотелось бы знать, конечно, что происходит с нашим здоровьем, проживая здесь. Нам хотелось бы обследований и качественной медицины. Я считаю, это просто какой-то катастрофической несправедливостью. Устюг-Каменогорск, он расположен в уникальном природном месте по соседству с туристическими объектами, в которые едут посмотреть туристы из разных стран и городов. И здесь же также по соседству вместе с нами трудятся эти предприятия, которые были когда-то здесь основаны. Вокруг них, по сути, и строился город, и сейчас это то, что есть, и мы не можем изменить. Конечно, я думаю часто о переезде, о том, чтобы мои дети дышали свежим воздухом, дать им такую возможность. Но вряд ли я когда-то найду такое близкое своему сердцу место, как Ускимен. Я готов платить больше за тепловую энергию, я готов платить больше за электроэнергию. Но я хочу видеть четкую программу, что мы тогда-то снизим выбросы. И сейчас они просят снова на 10 лет вперед разрешение на эмиссии у Департамента экологии. И они не собираются ничего снижать, они собираются также работать. Но тогда в чем суть была всех этих новшеств в экологическом законодательстве, которые нам обещали? То есть суть моего посыла был в том, что государственные органы очень легко обманываются. И почему нету проверки тех доводов, которые компании приносят и дают? Почему в таком грязном городе все это спокойно реализуется? Вопросов много. Я не эколог и не ученый. Все, что я могу делать, это доносить информацию до большого количества людей, тех, кто на меня подписан. И, соответственно, через использование медиаресурсов мы таким образом пытаемся поднять проблему Восточного Казахстана на весь Казахстан. Мы живем здесь, мы задыхаемся, и мы хотим решения нашей проблемы. Өскемен қаласының осы біздің өңірдің ерекшеліктері бұл тамаша табиғат. Бұл жерде сіздер биік таулардан бастап жазықтарға дейін көре аласыздар. Екіншісі бұл осы жердегі кәсіпорындардың шоғырлануы, ауыр кәсіпорындар. Мына біздің өңір
Совет одағынан бастап осындай ауыр экологиялық апатты жағдайда деп айтсақ болады. Өйткені сол кездерде мына кәсіпорындарды игерген кезде, кен орындарын игерген кезде, ауыр өнеркәсіптерді салған кезде ешқандай экологиялық тұрғыда нормативтер, стандарттар болмаған. Сондықтан қалай болса солай жұмыс істеген. Қалдықтарды ойлаған жерге төге берген. Судың маңайында неше түрлі бізде қалдықты ауыр өте зиянды қалдықтардың сақтау орындары бар. Солардың бәрі 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл біздің қоршаған ортаны ластады. Ауаны ластады, жер бетін ластады, судың бәрі ластанған. Одан кейін мына кеңес дәуірі бітіп, біз еркіндік алғаннан кейін мына келген компаниялар қызық позицияда болды. Олар айтты, бұрын істелген нәрсеге біз жауапты емеспіз, оның бәрі мемлекеттің мойнына қалсын. Ал біз тек қана осы кәсіпорындарды аламыз деп. Сол кезден бастап кәсіпорындар аздап жаңартудан өтті, бірақ та сол қалған қалдық сақтау орындары мемлекеттің мойнында қалып қойды. Сол кезден оның енді жоюға, апаттық жағдайын кішкене жөндетуге бір тиын ақша бөлінген жоқ. Сол тарихи ластау жерлері бұлар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Әлі күнге дейін суды ластап жатыр, әлі күнге дейін қалдықтардың орындары осы жерде істеп тұр. В советское время не обращали внимания, как размещать отходы, не было подготовки грунта, не было противофильтрационной защиты. Практически 1000 тонн отходов, которые там лежат, они спокойно дренируют в подземные воды. И таких проблем на самом деле очень много. Это не только Усть-Каменогорск, это город Алтай, бывший Зыряновск, это Ридер, это Курчатов раньше был в нашем составе. Да? Есть маленькие поселки, где добываются цветные металлы вокруг города. Они точно так же загрязнены. Вода очень сильно страдает из-за того, что идет добыча полиметаллических руд, накопители отходов. И предприятия у нас до сих пор не прошли полную нормальную модернизацию. Многие работают по тем лекалам, технологиям, которые еще были при освоении этих предприятий. И сейчас, конечно, они ни в какие экологические нормы не укладываются. Все это отягощается тем, что у нас до сих пор угольный регион. И все наши проблемы экологические, все эти выбросы от предприятий, они усугубляются еще и грязной энергией. У людей просто нет другой альтернативы пользоваться чем-то другим. Мы не знаем, что такое газ, мы не знаем, что такое чистое топливо. В советское время здесь существовал большой свинцово-цинковый комбинат, который сейчас Казцинк. И у них есть подразделения, это в Ридере и в Зыряновске, сейчас Алтай. В Алтае это фабрика обогатительная, и в Ридере это цинковый завод. Все это является наследием Советского Союза, и все эти регионы объединяет одно. В Алтае остались с советских времен это хвосты обогащения. Там есть, естественно, мышьяк и прочие токсичные вещи. Ридер — это кладезь полиметаллов, там ряд месторождений крупных, там обогатительная фабрика. Там мы имеем то, что при вскрытии месторождений выходят наружу карьерные воды, которые образуются при вскрытии месторождений, шахтные воды. Они сливаются в малые реки, которые там протекают в большом количестве. Они общеизвестны здесь среди специалистов, среди жителей. Они все сливаются в Ульбу. Ульба является наиболее крупным притоком здесь Иртыша. То есть все это идет в Иртыш. Мы можем потреблять эту воду, которая загрязнена там радиоактивными материалами. Это не исключено, потому что, как вы знаете, свинец, он является продуктом распада урана. В любом случае, эта опасность есть. Загрязнение в Верхнем Ефе, оно опасно не только для реки, оно опасно и для самого города, который находится внизу, и для последующих городов вдоль самого Иртыша. Мы можем, по сути, очень медленно травиться. Попадание свинца в организм, тяжелых металлов, оно не факт, что оно вызовет эффект сразу. То есть это может пройти там 5, 10, 15 лет, и в разрезе там нескольких поколений это может повлиять на самих жителей нашего региона. Это страшно, потому что те же самые выбросы влияют и на рыбную сферу. То есть на
тот же самый подводный мир, который расположен в реке, на экосистему, начиная от зеленых растений, находящихся на дне, которые являются пищей для рыб, мелких рачков и так далее. Основная проблема, основная горячая точка касательно качества и количества водных ресурсов – это водопотребление, насколько оно устойчиво. Когда мы говорим об устойчивом водопотреблении, мы акцентируем свое внимание на двух факторах. Первое – это количество потребляемой воды. Основными потребителями у нас являются сельское хозяйство, а в наших двух регионах, Восточно-Казахстанском и Павлодарском, основными потребителями являются промышленные предприятия. Они потребляют много воды, часть из которой они возвращают, и здесь приходит вторая проблема. Они возвращают ее загрязненной. В силу исторических проблем, в силу устаревшего оборудования, в силу потерь во время транспортировки часть воды просто уходит в никуда. И идут огромные нерациональные потери, нерациональное водопользование на предприятиях. Также стоит отметить, что вопросы устойчивого водопотребления, они в принципе игнорируются на всех уровнях, начиная от нашего бытового, когда мы платим за воду, мы, по сути, вот в тариф, который к нам приходит, квитанция с водоканала, в него включена стоимость транспортировки воды, обслуживающего персонала. Но вода сама по себе, вода, она у нас обесценена. Мы не знаем, сколько стоит вода у нас. А также на региональном и на государственном уровне, когда вопросы внедрения продвинутых методов очистки сточных вод и повторного оборотного водопользования, то есть когда эта вода она очищается до приемлемого качества, и эту воду можно использовать заново и заново, так называемая экономика замкнутого цикла, она не популярна. Крупные города, такие как Усть-Каменогорск, Ридер, Зыряновск, они обеспечены центральным водоснабжением, но, к сожалению, не все районы. И пригородные села не обеспечены центральным водоснабжением, центральной канализацией. Это большая проблема. Это отражается на санитарии, это отражается на здоровье местного населения и на таком внутреннем состоянии. Мен есімім Айжан, осы Топқайында тұрғайым неше жыл болды. 40 жылдан асып кетті мен Топқайында тұрғайым. Өз 66-ға келдім. Өзім қазір пенсиядамын. Бізге судың проблемасы, су жоқ міне үйде. Өзіміз міне балалардың бәрі өсіп жан-жаққа кеткен, кемпір шалмыз суға бару үшін бізге жерге бару керек, уже талай жерге бару керек. Мектептің жоғары жағына бару керек. Арба сүйреп, мынандай арбаны сүйреп, біләк сабап. Меня зовут Алшинбаева Дана. Я родилась по ту сторону Иртыша, село Самарское. Вот. В данный момент проживаю в Катом-Карагайском районе, село Топкаин. Но живу здесь уже 9 лет. Проблемы нашего села Топкаин, это вода. На протяжении долгих лет здесь нет воды. Работа хлебопекаря тоже нелегкий труд. Обеспечиваешь население хлебом, кто-то дома пекет этот хлеб, кто, допустим, у кого там здоровье не позволяет, или там учителя, допустим, целый день на работе, так не хватает времени, они покупают, приобретают в магазине хлеб, да. Но воду привозят с колонки, или иногда, если получается, то тогда ключевая вода. Вода должна быть чистая. Вот. Нечистая вода, да, уже вкус есть у хлеба. Чистой воды, можно сказать, здесь нет. В той же колонке вода, в ведре остается осадок. Значит, такая прям слизь такая ржавчина. Вода тоже нечистая. В нашей деревне, в селе Топкаин, на всю деревню у нас одна колонка. Она расположена рядом со школой. Тоже она не всегда работает. Бывает такое, что мотор не выдерживает. А во время поломки люди едут кто на речку, кто за ключевой водой. Даже умудряются в Катон ездить за водой. Понимаете? Расстояние от нашей деревни, от села Топкаин до села Катон, Карагай, 19 километров. Это не так уж и близко. Вот. Люди вынуждены
Своим детям я много вот объясняю, рассказываю, что к воде нужно относиться бережно. Тем более вот в нашем случае, вот в нашей маленькой деревушке, если, допустим, дождливая погода, вода в колонке портится. Детям своим, вот дочке старшей 9 лет и младшей дочке 6 лет, приучаю, чтобы они бережно к воде относились, чтобы тоже мусор не попал туда. Стараемся экономить. Где-то в некоторых случаях, когда действительно не получается, то приходится обратно бежать за водой на ту же колонку. Вот. Допустим, в городе у них вода просто как вот открыл кран, она бежит. А у нас вода уже на вес золота, что ли. Дети тоже уже привыкли. Мама, вода закончится. Мама, надо за водой ехать. Мама, давай я привезу воды. Вот, потому что это тоже тяжеловато. Қазір енді бірақ колонка, бұрын бір-екі жерде колонка болған, ода да су шықпай қалды. Болды сол. Жап-жақса көшемізді оны бұзып кетті, бәрін қопарып су қойбай болады деп. Қай уақытта су болады білмейміз енді. Қай уақытта су болып, қай уақытта үйге кіреді, бәрін қазып. Маған ең чыланганы қой дейді, үйлебелік қой, ана жерде чыланган, не жерде чыланган, ана жерде ей бар ана. Үйлерді әкеп, бөшкелерді әкеп қойып кетті, ол білмеймін қай уақытта болады. Бұрын да сол болғанын біле, бұрын да біз неден алғанбыз, мына жерде бастау болған, бастаудан алғанбыз, ол бастауымызда құрып қалды, су болған. Сол жерге мен баратынбыз, шелекпен су таситынбыз, бала күнімізден бастап. Енді ол бастау құрып қалғаннан кейін колонка болды, оған барамыз, жоғары жаққа. Сол. Лично у нас вот две дочки, да, и вот нас вот, и муж, и я, вот 4 человек у нас. Вот нам хватает флягу воды 40-литровой и 30-литровой 2 канистры. Хватает. Даже немножко остается. Вот. А для тех, у кого семья побольше, там нужно, знаете, они вот могут на машине несколько рейсов сделать. 2 рейса могут сделать. Потом еще съездить 3-й рейс еще домой привезти. Чтобы там на чай было, там лицо помыть, допустим. И на речке, вот нашей вот речки, вода как бы уже грязная. Вот особенно после дождя. Или особенно, когда вот скотина, вот, допустим, через речку прошла, то вода уже нехорошая. С колонки воду можно еще в баню, можно на чай, но тоже большой осадок в чайнике остается. Тоже думаю, что мы пьем. Если в том же, допустим, в той же фляге, в том же ведре, в той же бочке, в той же канистре, вот даже я могу показать, да, там что на дне, понимаете? Даже на тех же стенах посуды, да? Я представить не могу, что там у нас в организме творится. Есть ключевая вода, но ее тоже надо привезти. Она не близко, она находится за трассой. Ключевая вода, это вообще, когда вот говорят же, вот тумадный суд, там вот булатный суд, все прям, ее даже когда пьешь, прям вкус такой, да, прям, не сравнишь ее вот с такой водой. Для скотины зимой тяжеловато, потому что как бы река застывает, лед, ее надо прорубь продолбить. У нас допустим, вот одна корова только 5 ведер пьет воды, только одна. Если у тебя скотина, как бы, она мал тойып тұрады ғой, вот шөпке тойып тұрса, онда суды көбірек ішеді. А егер тоймай тұрған мал шөпке, она и не будет у тебя воды пить, потому что она еще не наелась у тебя, она голодная. Биыл картошка салғанбыз, картошка суғаратын суымыз жоқ, әлі картошка биыл бола ма, болмай ма деп сөйтіп отырмыз. Ты носишь постоянно тяжести. Ту же воду налить, это тяжело, понимаете? Это надо поднять, налить, перелить, привезти. Это тоже большая нагрузка. Не каждый старик, не каждый, там, допустим, в предпожилом возрасте женщина, как бы уже, спина, ноги. Уже не все могут. Уже и не хотят даже. Кому приходится кто-то, допустим, откуда, ладно, я с речки возьму, если рядом. Ладно, арықтан ала салайыншы. Вот так вот. Нелегко. Это и здоровье, и силы уходят. Я по себе знаю, по себе говорю. Потому что у меня здоровье тоже уже начало очень даже хорошо шалить. Многие уезжают отсюда. Даже те, кто вышел уже на пенсию, они тоже стараются к детям, туда, в город, где уже легче, где уже не надо воду таскать коромыслом или с тележкой. Вот, или кого-то просить, аки перши.
Проблемы, связанные с водой, с доступностью воды и водных ресурсов у нас в Казахстане, они особенно актуальны, потому что, я думаю, уже многие знают и многие прочувствовали на своем опыте, что Казахстан сталкивается с малообеспеченностью водой. Постоянно какие-то перебои, вне зависимости от того, это крупный город, это обе столицы, или это доступ к воде в деревнях, в поселках. Возникают вопросы как к количеству воды, так и к качеству воды. Уже сейчас, в настоящее время. И более того, в связи с изменением климата, данные проблемы, данные вопросы будут только увеличиваться как в своей частоте, так и в своей силе. То есть они будут наносить еще более ущерба. Села, не имея базовых предметов для санитарии и базовых удобств, таких как вот центральное водоснабжение, вообще водоснабжение чистое, канализация, они не привлекательны для молодежи, они не привлекательны для бизнеса. Жұмыс жоқ, міне ауылда жастарға жұмыс істейтін, бәрі қалаға кетеді, көшіп кетеді. Здесь очень много пустых домов, многие просто, даже если кто не смог продать, они просто пустые стоят. Просто вот с годами, со временем они просто разваливаются. А ты потом живешь вот как вот среди развалин. Это просто тоже некрасиво. Не хочется так. Хочется, чтобы сюда люди приезжали, чтобы жили, чтобы деревня была большая, чтобы народу было много. Понятие устойчивости в водных ресурсах является базовым. Оно перекликается с водной безопасностью. То есть, обеспечивая себя качественной питьевой водой, качественной санитарией, мы обеспечиваем себе устойчивое развитие. Мы должны понимать, что вода — это не данность. Это наша ценность, которую мы должны хранить как зеницу ока. Тоже относится, допустим, ко всему региону, ко всему Казахстану и Центральной Азии. Мы в последнее время очень часто с этим сталкиваемся, что вода для нас такой камень преткновения. Я, прожив в селе довольно долгое время, тесно был связан с природой, видел настоящие зимы с ярко-белым снегом, которые сейчас мы не часто видим, потому что везде угольная пыль. Я бы, наверное, хотел, чтобы мои дети увидели настоящую природу, настоящие времена года, которые не были бы загрязнены, они дышали чистым воздухом и просто были счастливы тому, что они живут вот в таком прекрасном месте. Я хочу, чтобы власти наконец признали экологическую проблему и начали серьезно действовать в этом направлении. Мы, как гражданские активисты, всегда не просто брали там вилы и шли на заводы или акиматы, а наоборот требовали и просили конструктивного диалога. Мы хотим, чтобы нашу позицию поняли и приняли. Я хочу жить в родном городе, я не хочу никуда переезжать, мне нравится здесь абсолютно все. Но вместе с этим я беспокоюсь о своей безопасности и о безопасности и здоровья своих детей. Я хочу остаться здесь и приложить все усилия, чтобы мой город развивался. Я хочу, чтобы все природоохранные организации, учреждения и люди, связанные с этим, действовали сообща. Нам необходимо объединиться, чтобы достичь своих целей в охране, в изучении и в сохранении того богатства, что мы имеем. Біздің ауылымыздың ерекшелігі табиғаты сұлу, әдемі. Міне тауымызда бәрі неше түрлі міне жеміс жидегіміздің бәрі тауда өседі міне. Балғар ағайымыз, қарақатымыз бәрі тауда міне өседі. Сол үшін міне бәленбай жылы ауылда тұрып келе жатырмыз, табиғатымыз жақсы. Былай шықсақ та жақсы, былай шықсақ та жақсы табиғатымыздың бәрі. Сол үшін ауылда тұрып келе жатырмыз. Балалардың бәрі кетіп қалды. Енді бізге де балалар келіңдер деп шақырып жатыр, енді білмейміз, енді амандық болса кетеміз ба деген ой бар балалардың жанына. Ауылдан кеткіміз келмейді, бір жағы. Ауылымыз жақсы. Сол бізге енді кәртейгенде бізге су әкелетін проблема, отын проблема. Сол әйтпесе ауылда тұрғымыз келеді. Проблема вот это вот вода, понимаете, я не знаю, куда обращаться, и письменное обращение писали тоже. Лично я вот от своего имени, да, вот от этого села, от Топкаин,
я прошу, чтобы наше государство, наши чиновники обратили внимание на проблемы вот в таких вот маленьких вот таких деревушках, да, что просим помощи, не оставлять без внимания, чтобы мы тоже могли жить как люди, как все люди. Я хочу, у меня есть такое желание большое прям, чтобы Топкаин, не только Топкаин, ну вот соседние поселки, чтобы жизнь возродилась, понимаете? Чтобы в школе было много детей, была работа, для детей было бы что-то, вот для развития, чтобы могли пользоваться водой свободно, понимаете? Я хочу пожелать нашей стране, вот, нашему государству процветания, чтобы был мир всегда, вот, чтобы люди понимали друг друга. Нашему маленькому поселку возрождение, чтобы население увеличилось, чтобы была возможность, чтобы люди могли развиваться, дети могли развиваться, чтобы могли работать, чтобы какая-то перспектива была, чтобы мы могли похвалиться, что вот в нашем небольшом поселке, в нашей небольшой деревне, оказывается, можно жить. Моя мечта, наверное, вообще мне нравится этот город. Он маленький, уютный, компактный. И здесь живут все мои родные. И моя мечта, чтобы вот эта экологическая обстановка не вынуждала таких молодых людей, как я, покидать этот город в поисках более чистой окружающей среды для своих детей. Я надеюсь, что еще, будучи в активном возрасте, я увижу положительные тенденции в нашем городе. На самом деле таких Усть-Каменогорсков в Казахстане много. И я бы не хотел дальше наблюдать бегство людей в Алмату и в Астану в поисках лучшей доли. Я хочу, чтобы на всех уровнях отдельного гражданина, промышленного предприятия, государственных органов всех уровней пришло понимание этой устойчивости, понимание того, что насколько ответственно, рационально и чисто мы пользуемся водными ресурсами сейчас, то мы оставим в наследство следующим поколениям. Я бы хотел жить в чистом, ухоженном и свободном городе. В свободном городе в том плане, что где есть активное гражданское общество, которое может защищать свои права, может защищать права людей, которые находятся рядом. Bir degенім бос далам, ал екі, үш не деген болды, төрт дегенім тау орман саусақтарды бүгіп. Bir нәрсе ойлап табам тосым санамағым, бес сенімен ұмытпай, алты жеті махаббатым. Құшағыма аламын бетінен сүйем махаббатым, келші. Күттім сені ұзақ жылдар, күттім